Как можно взять путешествие, фотографию, добавить к этому, ну, скажем, передовые технологии вроде искусственного интеллекта и сделать так, чтобы это приносило деньги? Причем деньги прямо в дороге. Звучит, конечно, как заголовок для какого-нибудь бизнес-тренинга. Да, звучит очень громко. Но сегодня у нас не теория, у нас самая настоящая, очень такая, знаете, приземленная история. Да, история, которая умудряется связать холодную испанскую парковку для автодомов с будущим беспилотных автомобилей. Связь, на первый взгляд, совершенно неочевидная. Вот именно. И в качестве источника у нас сегодня не какая-то там научная статья или долгое исследование. У нас короткий ролик с YouTube-канала «Алтан Караван». То есть реальный опыт реального человека. Абсолютно. Автор видео — путешественница, она живет в доме на колесах и на момент съемки как раз находится в Испании. И чтобы вот сразу погрузиться в атмосферу, давайте обрисуем обстановку. Да, это важно. Она в местечке Банета, это самый конец декабря. На улице, мягко говоря, не жарко, около нуля ночью, днем, ну, может, градусов 7. Прямо скажем, совсем не та Испания, которую мы видим в туристических буклетах. Совершенно. И они остановились в специальной зоне для автокараванов. Причина очень простая, там есть бесплатное электричество и вода. Что в их ситуации критически важно. Да, это жизненно необходимо, потому что они там занимаются ремонтом своего автодома после недавнего пожара. Вот такие бытовые, очень реальные детали, они и делают эту историю особенно живой. И это на самом деле идеальная отправная точка для нашего сегодняшнего разбора. Мы хотим вот на этом конкретном, очень практичном примере понять, а как на самом деле происходит обучение искусственного интеллекта не где-то в стерильных лабораториях, а, что называется, в поле. И что, наверное, еще важнее, как в этом процессе может поучаствовать, практически любой человек с камерой. Мы разберем саму задачу, ее технические нюансы и как все это вписывается в современную экономику и развитие технологий. Отлично. Давайте тогда разложим по полочкам. Автор упоминает проект от одного из крупных фотостоков. И сразу стоит уточнить, что фотостоки — это такие онлайн-платформы, где фотографы продают свои работы. Да, раньше это были в основном картинки для журналов, сайтов, рекламы. А вот теперь, оказывается, они покупают не только красивые пейзажи, но и, по сути, сырые данные для тренировки ИИ. Это, кстати, ключевое изменение в их бизнес-модели. Они поняли, что у них есть доступ к огромному сообществу людей с профессиональной или полупрофессиональной техникой. И этим людям можно давать совершенно новые типы заданий. Именно. Так что же конкретно нужно делать? Задача, на первый взгляд, звучит довольно просто, но там есть, как всегда, важные детали. Дьявол в деталях, да. Нужно сделать 2 фотографии любого предмета. Ключевое условие — камера должна быть абсолютно неподвижной. Поэтому автор, естественно, использует штатив. То есть никакой съемки с рук. Никакой. Все настройки камеры, диафрагма, выдержка, ISO, баланс белого — все выставляется вручную. Угу. И это нужно, чтобы картинка не менялась между кадрами, чтобы не было никаких случайных скачков яркости или цвета. Точно. Сначала делается первая фотография, предмет в одном положении. Затем его немного сдвигают и делают вторую фотографию. То есть создаются такие идеальные лабораторные условия, где единственная переменная — это положение объекта. Все остальное — свет, фокус, цвет — зафиксировано. Да, и есть еще одно очень важное требование. Фотографии должны быть высокого качества, не менее 4000 пикселей по меньшей стороне. Ого! То есть снимок с простого телефона, скорее всего, уже не подойдет. Нужна хорошая камера, хороший объектив. Понятно. Но самое интересное даже не это. Автор говорит, что к этим 2 кадрам нужно подготовить еще и PNG-файл. И вот здесь, здесь начинается самое любопытное с технической точки зрения. Этот PNG-файл, он должен графически показывать само перемещение. Автор говорит, что планирует делать это в Photoshop. Подождите, то есть я правильно понимаю, что искусственный интеллект сам не может просто сравнить 2 фото и понять, что произошло? Ему нужна какая-то подсказка от человека, нарисованная в фотошопе? Я думал, он как бы умнее. Отличный вопрос. В этом-то вся и суть. Конечно, он может попытаться сравнить. Но мы ведь говорим не о тесте, а об обучении. То есть это учебный материал. Именно. Чтобы научить ребенка читать, мы же не даем ему сразу «Войну и мир» и ждем, когда он сам разберется.
Ну да, мы даем азбуку. Вот, мы даем ему азбуку, где букве «А» соответствует картинка арбуза. Этот PNG-файл — это и есть такая азбука для ИИ. Представьте, что это как калька, наложенная на фото, где стрелкой или цветной маской точно показано, откуда и куда сдвинулся предмет. То есть это эталонный ответ. Абсолютно. Это шпаргалка, с которой ИИ будет сверять свои собственные догадки. И чем больше таких точных шпаргалок он получит на разных предметах, тем лучше научится определять движение самостоятельно, уже без подсказок. Теперь понятно. То есть человек, по сути, создает для машины идеальный выверенный учебник. И что мне вот особенно нравится в этой истории, это ее реалистичность. Да, никакой фантастики. Автор очень трезво оценивает потенциальный заработок. Она говорит, $1 000 000 я, конечно, не заработаю, а несколько сотен вполне реально. Это не обещание золотых гор, а очень приземленная и доступная перспектива. И это отлично иллюстрирует важный аспект современной гик-экономики, особенно в сфере технологии. Речь идет о микрозадачах или, как их называют, микрогигах. Микрогиги. Да. Порог входа в такую деятельность, он относительно низкий. Нужна приличная камера, штатив и, базовые навыки работы в графическом редакторе. То есть это не полноценная карьера, которая требует годов обучения? Нет, конечно. Это скорее способ получить дополнительный доход. Понятно. То есть это не основная работа, а, скажем так, продвинутая подработка для тех, кто уже в теме. В ролике ведь есть интересные замечания, что эта работа особенно хороша для фотографов-предметников. Да, она говорит, что им можно просто успевать щелкать. Вот. Совершенно верно. Для человека, у которого уже есть и оборудование, и навыки, это может превратиться в своего рода конвейер. Можно обустроить у себя в автодоме небольшой уголок со светом, с фоном и просто методично создавать эти сеты. Поставил чашку, щелкнул, сдвинул, щелкнул, быстро нарисовал PNG. И так десятки раз в день. Именно. Это довольно рутинная, но стабильная работа, которая идеально подходит для человека, ведущего такой образ жизни, когда нужна гибкость и возможность работать из любой точки, где есть интернет. Получается, когда мы слышим все эти громкие фразы про обучение искусственного интеллекта, на самом деле за этим часто стоит вот такая почти ремесленная, методичная работа конкретных людей. Да. Это как-то меняет все представление, не какие-то абстрактные дата-центры, а девушка в автодоме, которая передвигает чашку с места на место. Мы привыкли думать, что этим занимаются исключительно ученые в лабораториях Google или OpenAI, но на самом деле для создания сложных моделей требуются огромные, просто колоссальные объемы разнообразных данных. И компании активно используют краудсорсинг для их сбора. Тот самый, о котором мы говорили. Да. Этот проект – прекрасный пример того, как обычные люди вносят свой реальный оплачиваемый вклад в развитие самых передовых технологий. Каждый такой сет из 2 фотографий – это крошечный кирпичик в фундаменте будущих нейронных сетей. И вот здесь, мне кажется, крайне важно вернуться к контексту, который мы упомянули в самом начале. Да, к бытовым деталям. Автор выполняет эту, по сути, высокотехнологичную работу, живя в автодоме в Испании при почти минусовой температуре. Она находится в этом конкретном месте не ради красивого вида, Нет, конечно. а из-за очень прагматичной необходимости бесплатного электричества и воды, которые нужны во время ремонта после пожара. И вот этот фон, он имеет решающее значение. Это не глянцевый рассказ о цифровом кочевнике, который работает с ноутбуком на пляже под пальмой. Совершенно не то. Это практичное, очень находчивое решение реальной жизненной проблемы. Возможность находить и выполнять такую удаленную работу делает подобный образ жизни в принципе устойчивым. Особенно в таких вот непредвиденных обстоятельствах. Какой контраст, действительно. С одной стороны, выживание, ремонт после пожара, холод, бытовые трудности, А с другой? а с другой — участие в создании одной из самых сложных технологий человечества. И все это в одном месте, в одном человеке. Есть в этом и красота, и определенная ирония. И ирония. Ну да. Ирония в том, что бесплатное электричество из столба на парковке для автодома в прямом смысле питает эту работу. Оно заряжает аккумуляторы, камеры, дает энергию ноутбуку для обработки в Photoshop. Так что, возможно, следующий прорыв в робототехнике будет в каком-то смысле оплачен из розетки на парковке для кемперов в Испании. В этом есть что-то поэтичное. Согласен. Определенно.
Да, и в видео чувствуется эта динамика, нацеленность на действие. Автор не просто рассуждает о возможности. Она говорит: «Я уже сделала несколько сетов, так что побежала в Photoshop и попробую обработать и загрузить эти файлы на сток». Очень активная позиция. Да, есть задача, есть инструмент, есть цель. И это тоже важная черта подобной работы. Она проектная, она ориентирована на результат. Сделал сет, получил оплату — это очень прозрачная и понятная система. Которая хорошо вписывается в жизнь, где планы могут меняться каждый день. Вот именно. Нет начальника, нет офиса, нет корпоративной политики. Есть только задача, дедлайн и качество, которое нужно обеспечить. Для многих людей такая модель работы психологически гораздо комфортнее. Так, хорошо. Мы, кажется, разобрались, как это работает и в какой контекст вписано. Но главный вопрос — зачем? М. Где конкретно это все применяется? Для чего ИИ нужно так хорошо понимать движение объектов? А вот это подводит нас к самому интересному, к применению. Давайте подумаем, для чего ИИ нужен именно этот навык. Отслеживать перемещение объекта и понимать, что объект А в новой точке — это все тот же объект А. Но первое, что приходит в голову, это беспилотные автомобили. В точку — самый очевидный пример. Им нужно не просто распознавать пешеходов, велосипедистов или другие машины как статические картинки. Им нужно понимать, куда они движутся. Жизненно важно понимать и предсказывать их траекторию движения в трехмерном пространстве с высочайшей точностью. То есть, по сути, эта девушка в испанской глубинке, фотографируя свою чашку, напрямую помогает условному беспилотному автомобилю лучше видеть пешеходов на дороге. Да, Это поразительная связь. абсолютно. Она создает те самые фундаментальные данные, на которых система учится понимать саму концепцию «движущийся объект». Или вот другой пример приложения дополненной реальности. AR, который... Да, AR. Чтобы виртуальный объект, который мы видим через камеру телефона, мог корректно взаимодействовать с реальным миром. Система должна идеально понимать геометрию пространства и отслеживать положение объектов в нем. Данные, которые собирает автор видео, напрямую служат для развития именно таких возможностей. Это, по сути, тренировка пространственного зрения у машин. Получается, это основа для огромного пласта технологий, которые уже входят или вот-вот войдут в нашу жизнь. Невероятно! Мы рассмотрели всего один короткий ролик, а за ним скрывается целый мир. Именно так, от бытовых реалий жизни в автодоме до фундаментальных принципов обучения ИИ. Мы видим, из каких именно атомов данных строятся эти гигантские системы. Да уж. И вот мысль, с которой мы, пожалуй, оставим наших слушателей. Сегодня для обучения ИИ требуются пары фотографий и нарисованные PNG-файлы, чтобы научить его отслеживать движение. Это микрозадача, которую может выполнить фотограф в автодоме. Да. А теперь вопрос. По мере того, как все больше сложных задач для тренировки ИИ будет вот так разбиваться на краудсорсинговые микрозадания, какие еще, казалось бы, простые человеческие навыки могут неожиданно стать ценными? Какое простое повседневное действие, наблюдение или умение может стать следующим критически важным набором данных? Тем самым набором, который понадобится искусственному интеллекту для следующего шага в его развитии. Что еще мы умеем делать такого, чему машины только-только начинают учиться?